Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев. И да, многие ждали этого обновления. И вот, наконец, новые нейлеры DeWalt доступны к продаже. Я купил один из них, и это самая главная новинка DCN 930 нейлер под 30 градусов. Именно он заменит в ближайшее время вот эту модель DCN 692. Хочу напомнить, что весь инструмент для обзоров я покупаю сам. Таким образом, вы слышите мое личное мнение, не замутненное техзаданиями заказчиков обзоров и другими спонсорскими бонусами. Итак, давайте с вами подробно рассмотрим основные отличия, преимущества или недостатки новой модели по сравнению с хорошо знакомой, проверенной старой. Прежде всего, у нового нейлера изменился корпус и отношение рукояти к оси удара. На этом фрагменте это особенно хорошо видно. А также новый переработанный носик, как утверждается, более цепкий, позволяет новому нейлеру быть эффективнее при ударах под углом. Мы это обязательно проверим с вами. Следующее важное отличие, которое вы наверняка заметите, это то, что маховик нового нейлера остается активным в течение 6 секунд после вашего последнего выстрела. Таким образом, вы сможете делать выстрелы, одиночные выстрелы быстрее. Смотрите. Вот он выключается. В этом же он не выключается 6 секунд и готов к выстрелу. Этот момент мы также с вами протестируем чуть позже. Следующее отличие. У старого нейлера был крюк. Вот, видите, он пластиковый. У нового его сделали металлическим. И также у вас появилось место для крепления клипсы. Клипса идет в комплекте. Новый нейлер заявляется мощнее и якобы еще глубже может забивать гвозди в сложные материалы. В старом я каких-то проблем с мощностью не наблюдал, но, возможно, вам виднее и вы оцените это преимущество. Я обязательно проверю эту разницу, как смогу, чуть позднее в практической части видео. Однако важный момент насчет мощности я хочу заметить сейчас. У предыдущей модели у нас есть возможность регулировать ее. И для работы с мелким крепежом мы можем выбрать первую скорость, то есть поменьше мощность. Или вторую, для гвоздей побольше. У нового нейлера этой возможности просто нет. Режим регулировки мощности убрали. Теперь вы можете регулировать глубину лишь этим колесиком, как и в предыдущей модели. Я еще не подошел к основному отличию, но хочу заметить, что, как утверждается, также новый нейлер стал более энергоэффективным, более мощным. У него ожидается меньше заклиниваний, но хочу от себя заметить, что он стал тяжелее на 200 грамм. Это нехорошо. Вес очень важен, но ресурс нового нейлера заявляется также больше. А теперь давайте подойдем к основному, на мой взгляд, отличию. Это магазину нового нейлера. Он полностью металлический. Полностью металлический и доработанный. Сейчас я покажу его в деле и покажу эту важную разницу между магазинами. Старый магазин, пластиковая часть, пластиковая направляющая. Давайте вспомним, как происходит заряжание у старой модели пистолета. Отводим, оно блокируется автоматически, вставляем гвозди. Готово. Гвозди отстрелялись, осталось 5 штук. Пистолет становится в блокировку, чтобы не стрелять в холостую. Отводим снова, блокируем, вставляем очередные следующие гвозди. А теперь давайте посмотрим, каким образом заряжается новый магазин. Я просто беру гвозди и, ничего не отводя, забрасываю их, затем прожимаю вот эту кнопку, отвожу, все готово. Когда у вас останется 5 гвоздей, гвоздезарядного пистолета становится, чтобы предотвратить холостые выстрелы, вы забросите следующую кассету, отведете, прожав вот эту кнопку, отпустите и снова готовы к работе. Благодаря тому, что магазин полностью металлический, это магниевый сплав, он имеет большую жесткость, а соответственно подача гвоздей происходит более равномерно и вы получите меньшее количество заклиниваний. Также на это влияет вот этот доработанный механизм подачи гвоздей, он более гладкий по сравнению с предыдущим. Опять же, как утверждается, мы это проверим. Также обратите внимание, что магазин имеет здесь как бы открытую часть, а это сделано для того, чтобы вы могли его удлинить. Вы можете купить специальный адаптер, в который поместится еще одна кассета гвоздей. Таким образом, у вас в нейлере будет 2 кассеты гвоздей. Но этот адаптер продается отдельно и стоит примерно $90 по памяти. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравится видео. Спасибо. Давайте перед практическим тестом еще раз подробно рассмотрим интересующие нас детали. Обратите внимание на конструкцию кнопки. Вот этот ролик металлический, полностью металлический магазин. Более крупную вот эту часть, более широкую.
Здесь она чуть более узкая. Якобы это все ресурс, мощность механизмов и так далее. Здесь магазин пластиковый, вот эта часть пластиковая. Вот эта часть здесь металлическая. Здесь это пластик. Как я говорил, в новой модели переключения мощности нет. Это индикация заклинивания. Рычажок здесь же. Здесь, в старой модели, у нас есть регуляция мощности. Вторая скорость и первая. Также индикатор заклинивания. Доводка механизма. Желтой частью здесь регулировка гвоздей выделена. Здесь в новом нет. Эти части хоть и кажутся похожими, но в новом она побольше. Здесь поуже. Ну что ж, пора перейти к практическому тесту. Для этого у меня заранее закуплено 2 бруса. Если кого-то интересует цена, можете посмотреть. Так, друзья, вот мы и подошли к практической части теста, в которой мы проверим некоторые утверждения насчет нового нейлера. Не забываем, оба нейлера идут с защитными вот такими насадками на носики для работы с деликатными материалами. Итак, первое и, возможно, самое главное утверждение о большей мощности нового нейлера. Давайте его проверим. Судить о мощности мы будем, анализируя глубину забивания гвоздей на максимальном режиме мощности у первого и второго нейлера. 692, 930. Оба выкручиваем на максимум. 692 помимо этого ставим на второй режим мощности. Помним, что максимальная мощность обоими нейлерами достигается в единичном режиме, поэтому будем использовать именно его. Гвозди у нас оцинкованные и с насечками. Итак, первый у нас 692. Забиваю 3 гвоздя. Вот что мы имеем. Шляпка утоплена, видите, насколько. Теперь 930. То же самое. Также, видите, мы видим преимущество, что когда маховик раскручивается автоматически, мы можем следующий выстрел сделать быстрее. Да, это полезно. По глубине я вижу незначительное отличие. Оно есть, но оно незначительно. Попробуем одиночный режим. И забивать будем максимально часто, как мы можем это сделать. Простите, постоянно летают самолеты, истребители всякие, поэтому может быть плохо слышно. Итак, 5 гвоздей подряд. Насколько это возможно быстро? 692. Пять гвоздей, насколько это возможно быстро? 930. Да, им будет получаться работать быстрее, если наловчиться и в такт попадать с прожимом скобы и курком. Полезная функция раскручивания. По глубине, да, я могу сказать, что 930 глубже забивает, как видите, это справа гвозди, которые... Но не радикально. Я бы сказал, процентов 15-20 разницы. Только что сделал хороший дубль, проверяя работу в автоматическом режиме обоих нейлеров, но забыл нажать запись. Давайте еще раз. Итак, как мы видим, даже в одиночном режиме раскрученный маховик дает нам некоторое преимущество. Мы быстрее можем забивать гвозди, и мощность у нас более предсказуемая, потому что в один и тот же момент происходит срыв. Давайте теперь попробуем оба нейлера в автоматическом режиме. Я знаю, что получится, но теперь посмотрите и вы. Я буду работать максимально неаккуратно, для того, чтобы спровоцировать заклинивание одного и второго нейлера. Начнем с 692. Итак, автоматический режим, максимальная мощность. Поехали. Несколько раз я попал в одни и те же гвозди, заклинивания не произошло, мне не пришлось даже сбрасывать пистолет.
Скорость вы также могли оценить. Теперь то же самое количество гвоздей от 930-го. Да, тут так не надо делать. Здесь достаточно просто ставить гвозди. Поехали. Защита от холостого выстрела сработала также. На 8-м гвозде, так же, как и у 692-го. Вот эта часть сделана 692-м. Как видите, некоторые гвозди попадали друг в друга, не добились. И общее проглубление вы тоже видите. Имейте в виду, 692 у меня последнего поколения. Он тоже такой новый достаточно. Вот это 930, он забил ощутимо глубже. И работать им было действительно быстрее. То есть он на самом деле будет быстрее и, наверное, надежнее. То есть вы меньше получите каких-то осечек или проблем при работе. Как вы видите, новый пистолет получился быстрее, мощнее, скорее всего, надежнее, именно благодаря своей повышенной мощности и переработанным ударному механизму и магазину. Также пистолетом удобнее работать под угол благодаря переработанному носику. Но я не могу сказать, что это прямо радикальное отличие. У 692 тоже с этим все хорошо. Важно! Пистолет, новый пистолет, тяжелее на 230 грамм, чем старый. И, скорее всего, если вы будете работать им много, а я думаю, вы будете, вы это почувствуете. Поэтому желательно сюда ставить более легкий аккумулятор. Например, PowerStack 1.7. Ну а на следующий вопрос, который вы увидите в заключительной части этого видео, в разборке пистолетов, для того, чтобы добраться до их обслуживаемых деталей, то есть байка и пружин, я на этот вопрос ответа не знаю. Возможно, он будет понятен через некоторое время, потому что пистолет только вышел. А вопрос заключается в том, что в инструкции 692 вы можете видеть подробное описание, как самостоятельно обслуживать пистолет, то есть менять его боек, направляющие, пружины и так далее. В случае с 930 в инструкции этого нет. Разбирать его вроде бы так же просто, но вы увидите, что произойдет в следующей части видео. Смотри, кривачок. Что ж, давайте разберем и посмотрим. Вот наша ударная часть, которая обычно меняется после 30-60 тысяч гвоздей. Так, теперь новый. Оу. Тут все по-другому. Да, посмотрите на разную конструкцию. Здесь вот извлечена ударная часть. Здесь, как видите, сделано действительно по-другому. Посмотрим, так ли просто его обслуживать самостоятельно. Что в инструкции об этом ничего не сказано. В случае первого в инструкции подробно расписан процесс самостоятельного обслуживания. Ключ не подходит. Так, усилие на срыв значительное, скажу я вам. Держится порядочно. Рискну попробовать импакт. Ошибка. Что ж, у меня не получается открутить этот винт. Видимо, он там чем-то залит. Ну, попробуем еще. От усилия биту немножко скрутило даже. Нет, его просто срывает. 4 миллиметра не подходит. 4,5 большой. 5,32 проскальзывает. 3,16 большой. Интересно. Плоское, я просто его срезаю. По логике, открутив эти два шурупа, которые я не могу открутить, мы снимаем вот эту рамку и имеем доступ к пружинам и к байку, который похоже, такой же, как в старой модели. С виду, по крайней мере, очень похож. Достать до них я не могу. У меня не получилось его открутить даже таким образом. Через скотч для лучшего контакта. Ни в одну сторону он не срывается, просто срезается. Не буду дальше ломать. Ну что ж, таким образом мы можем сделать выводы, что да, 930 действительно другой внутри, нет, у него скорее всего не другой боек и такие же пружины, судя по крайней мере по тому, что я вижу. Но у меня есть вопрос.
это его обслуживание. Его обслуживание не предусматривается в инструкции. И как видите, его очень сложно разобрать. Возможно, у вас получится. Возможно, здесь просто больше фиксатора положено, чем нужно. Но у меня не получилось никак его разобрать. И, скорее всего, не предполагается, что вы будете разбирать его сами и что вы сдадите его в сервис. Возможно, каждый раз будут менять вот эти самые винты. Это мои предположения. Потому что у 692 у нас прямо в инструкции написано, как самостоятельно заменять пружины и боек. Этот момент, конечно, интересный, и только время покажет, как действительно будет обслуживаться 930 модель. А пока имеем то, что имеем. Простейшее обслуживание 692 и 930, который я просто не смог разобрать. Вот и все на сегодня. Все, что хотел, вроде бы я про этот новый нейлер сказал. Если что-то забыл, пишите в комментариях, будем разбираться вместе. Спасибо за внимание и всего вам доброго. Ну и если вы все еще не выключили это видео, значит вам интересно то же, что и мне. А именно, можно ли выстрелить из этого гвоздезабивного пистолета. Попробуем. Как видите, если захотеть, то можно.